Зарядились горной энергией. Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь прямо перед входом в ущелье Аюсай, что переводится Медвежье ущелье. Тут сразу видно фигуры медведей. В данном случае до первого водопада, тут их 3, нам идти 700 метров. Это очень даже близко. А до остального около 2,5 километра. И с момента шлагбаума, где было перекрыто, идет стройка, до сюда поднимался около 2 километров, 18 минут за него. Те, кто соберется на Бао, то дорога полностью закрыта и на машине не пропускают. Закрыто из-за того, что они строят новую селезащитную плотину. Смотрите, полным ходом стройка идет. Тут у нас по тропе встречается указатель, водопад. Идем параллельно речке, она у нас с правой стороны внизу находится, туда тоже есть спуск. Но мы идем по верхней тропе, именно к водопаду. Живописное ущелье. Нога, к сожалению, еще не восстановилась, прошло 2,5 недели. И иду, слегка хромаю. Но, в принципе, стараюсь ее сильно не напрягать. И думаю, весь путь осилю. Буквально пару минут, и вы находитесь уже в таком узком ущелье красивом. И водопад, к которому ведут вот эти ступеньки. Судя по табличке, высота 1800 метров, водопад Аюсай. И небольшой каскад мелких водопадиков. Тут наидобрейшие люди по пути оставили арбуз, чтобы кто-нибудь покушал, прямо около водопада. Очень красиво смотрится, живописно просто. И, конечно же, пакет, который порвался. Как можно с пакетом идти в горы? Чтобы нам подняться следующим водопадом, обходим первый водопад с правой стороны и идем вот по такой, грубо говоря, тропинке высоко вверх, поднимаясь. Там, кстати, есть еще смотровая площадка, сейчас мы к ней подойдем. Вдалеке виднеется второй водопад, 2-3 метра максимум высоты у него. И такая речка бежит к первому водопаду. Тут как раз панорама открывается с площадки. И первый водопад у нас 5-6 метров высотой. Проходишь его через такие веточки, деревья, тропа красивая, здоровые камни и водопад маленький второй, о котором говорил. Поднимаемся выше. Говорят, всего лишь 50 минут идти от первого водопада к третьему.
Так что вскоре мы туда доберемся. Как и везде, в горах очень много мест для фотографий. И одно из них именно здесь. Очень красивые можно сделать кадры с брызгами и речки. И как обычно в горах отзывчивые, добрые, позитивные люди. Даже если один идешь, то все равно с кем-нибудь встретишься, пообщаешься, сделаешь кадры. Радует, что не стесняются камеры. Приятно очень. Чуть ниже дерева лежит, и тропа идет через речку в левую сторону и в правую. Поднимаемся по правой стороне. Мне только что порекомендовали так идти, сказали лучше, проще. И еще печеньку дали овсяную. Спасибо большое, угостили. Поднимаемся мы по камням, по таким ступенькам. Отсюда где-то минут 20-30, в зависимости, сколько вы кадров по пути сделаете. А как же без малинового поля? Вот оно. Правда, малинки уже мало осталось, но все равно что-то да виднеется. А вот у нас и третий водопад. Кто-то может подумать, но нет. Если вы видите вот этот небольшой каскад воды, значит идете в верном направлении по тропе. Поднимаемся дальше вверх, и вскоре вас ждет вознаграждение. У меня по пути просто очень много остановок, так как делаю фотографии еще для Инстаграма. Стараюсь Инстаграм вести, и их можете посмотреть, конечно же. Вот по ссылочке, грубо говоря, вышел мой Инстаграм, и полная ссылочка находится в описании под видео. Вообще в описании под видео и маршрут находится, и много полезной информации тоже. Намазался кремом, чтобы не сгореть. Как бы там ни было, солнышко все равно печет, даже через деревья и облака. Есть такие небольшие спуски, обрывчики. Будьте аккуратней. Тропа также продолжается. Тут на каждом повороте можно останавливаться и делать съемку. Даже фильм можно запросто заснять. «Властелин колец» или еще что-нибудь подобное такому. Ведьмака надо сюда отправить. Самое то будет. Вчера попробовал биг-боб со вкусом Украины. Там сметана и лук. Но, если честно, больше напомнил вкус окрошки. Реально окрошка с орехами. Прикольно получилось. Судя по танцующей девушке, мы уже близко. Уверен, она просто радуется тому, что дошла до сюда. Для этой красоты. Причем маршрут очень даже легкий. С детьми запросто можно идти. Да, местами есть вот такие моменты, но их не так много. И легко все проходится по камням, по деревьям. А нет, еще нету водопада. Такой подъем и спуск. То есть не дальше идете, а поднимаетесь выше. Кстати, в этот поход очень много детей ходит со взрослыми. Вот ребята там еще тоже идут. И нормально справляются. Не тяжелый маршрут? Нет, вот, малыш прошел. Как тебе водопад? Красивый? После того подъема и спуска вас ждет вот такая деревяшечка, а еще малинка для тех, кто увидит ее. А вон еще, смотрите, сладкая. Кстати, ребята, вон там прошли. Можно было не обязательно тут по деревяшкам бродить. На этом месте, где только что я поднимался вверх, и он там спускался, обходил,
можно, оказывается, вниз пойти и чуть-чуть, конечно, по воде пройти, но зато спокойно, не катаясь ни там, ни здесь. Зарядились горной энергией от всего леса и камней и ущелья всего. Впитали в себя вкус сладко-кислой, сочной красной малины. Это не просто красивое такое узкое ущелье, по которому передвигаясь и наслаждаясь всем, но при этом здесь может быть опасно. Смотрите, сколько камней лежит. И они периодически падают. И иногда посматривайте наверх, чтобы никакой камень не прилетел. То будет совсем неприятно. Как бы там ни было, это горы. Безопасность тут важнее всего. Но не эпично ли это смотрится? Такие маленькие люди и такие огромные скалы, камни. Как вам водопад? Обалденный водопад, очень красивый. Свои старания окупились. Оправдались, да. Маршрут не сложный? Нет, не Нет, сложно. просто вверх. Мы ходим в горы, это довольно-таки несложно. Хорошо, спасибо большое. И вам спасибо за малину. Тут такой мощный поток освежающего ветра. Это означает, что водопад уже близко, и скорее всего он за поворотом. Видя это дерево, я просто не могу не сделать вот это. Вот и есть сам третий водопад. Как видите, очень популярное место. Как маршрут? Нормально? Нормально. Красиво? О, 150 лет здесь не было. Очень красиво. Дальше не рекомендую подниматься, если только посидеть. Но туда выше очень крутой склон, и можно сорваться и упасть. Не рискуйте. Маршрут, конечно, я вам не скажу точно, сколько времени занял, только по страве покажу позже. Но
Очень много было остановок, очень было много съемок, и на это время смысла нет ориентироваться. А так, если просто идти легким темпом, то в принципе около часа, скорее всего, уйдет. Час 10 минут, не больше. При том, что шлагбаум закрыт и дольше времени идти, все равно люди приезжают, очень много людей, очень популярное место, красивое место. И здесь насладиться, прогуляться – это одно удовольствие. Так что не сидите дома, путешествуйте, наслаждайтесь даже такими путешествиями, куда можете добраться за час-полтора и увидеть это все вживую. Хотел сказать большое спасибо всем подписчикам и тем, кого встретил по пути сюда. То, что узнают, говорят хорошие, бодрящие такие слова. Видео действительно полезны, помогают людям найти отличные, красивые места и время провести хорошо. Меня это радует. И не забываем, опять же, поддержать выпуск, поддержать мой канал. Лайк, комментарий, поделиться с друзьями. Ну, просто и насладиться этим видео. Сезон посещения данных водопадов — это с мая по октябрь. В ноябре уже большая часть снег выпадает, да тем более в горах выпадает. И по такому ущелью опасно ходить, потому что может сойти лавина с левой и с правой стороны, крутые склоны. До первого водопада, может быть, еще можно пройтись, прогуляться, там 700 метров рядом находится. А вот до остальных уже не рекомендую. Да, я приятно удивлен на спуске. Арбуза-то нету. Кто-то его, походу, затащил. Он охладился под водой. И нормально. Как минимум с собой унесли, и пакет тоже все забрали. Теперь чистенько. Вот такой короткий, но красивый поход наш подходит к завершению. И как обычно хочу вам сказать, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь этими всеми моментами. Путешествуйте, живите, дышите. И до встречи на выпусках. Всем пока.